Привет, ребят! В игре у нас уже новый 42-й сезон боевого пропуска. Мы посмотрим, какие там изменения и какие новые скинчики появились. Также затронем очень горячее обсуждение в комьюнити Diablo Immortal по поводу АФК фарминга. Ну, узнаем, как получить новые скины фамильяров. Я эту тему упустил в предыдущем ролике, но хочу исправиться. Обсудим изменения требований к боевому рейтингу для перехода на пекло 8. Ну, ребята, и самое главное, в конце мы пройдем несколько древних порталов, чтобы получить максимальное количество дублей потока маны, который все-таки я решил качать до 7-8 уровня, и мне нужно максимальное количество дублей. В описании к этому видео, ребят, я оставлю тайм-коды, чтобы вы сразу могли перейти к нужной теме, так что устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ребят, первое, что мы с вами сделаем, это активируем наши ежемесячные награды на Battle.net. Для этого вам нужно перейти на почту и посмотреть, где вам приходило письмо с особыми новинками только на Battle.net. Там можно раз в месяц получать зеленый предмет. Открываете это письмо, переходите по ссылочке. Дальше на сайте Battle.net вам нужно авторизоваться и получить свой зеленый предмет. И что тут интересно, ребят, у одного из зарубежных блогеров я узнал, что как только ты получаешь вот эту ежемесячную зеленку, у тебя открывается возможность получить бесплатно скин одного из фамильяров из события Героев Очага. Для этого мы переходим в события, нажимаем награды, и здесь у нас вот этот Ярости Недр становится таким активным. Если мы на него нажмем, то мы сможем его получить бесплатно. Поэтому, ребят, получите обязательно этот скинчик. Правда, я могу его получить, потому что это награда за покупку временных наборов. Да? В прошлом ролике я купил несколько наборов, чтобы у меня было побольше дублей потока маны. Но, в общем, очень приятный момент. Давайте получаем его. И он такой очень симпатичный. Я, наверное, даже сменю этот скинчик в будущем. Ребят, второй скин у нас можно взять в призрачном рынке, и он у нас дается, по-моему, за 8-ю попытку, да. Вот, ну, если вы хотите получить этот скин, то, ребят, можете пройти эту рулеточку, потратить $150 или 15 тысяч рублей. Ну, такое себе. Хотя, ребят, смотрите, мой герой уже теперь женского пола. Я вчера исследовал, можно ли изменить пол, и действительно можно менять пол и класс один раз в сутки. Небольшое отступление, ребят, как это делается. Как, если вы хотите изменить своего персонажа с мужского на женский пол или изменить класс. Это делается у нас в Вестмарше, вот в этой локации. Тут у нас находится Яира, она цирюльник. Она может изменить вашу внешность, а также может изменить пол персонажа. Ну и вот в этой локации у нас можно один раз в сутки сменить класс. Пользуйтесь, это очень интересно. Не думаю, что я сейчас буду менять класс, но изменить на девочку, потому что на нее очень классные скины, я все-таки решился. Побегаю пока за нее. Ну и, ребят, очень горячее обсуждение на форуме Diablo Immortal по поводу АФК фарминга. Вот прямо сейчас вы видите сообщение от комьюнити-менеджера Ghost Signals. И смотрите, я специально для вас перевел его на русский язык, и давайте разберемся, о чем тут речь. В общем, разработчики наконец решили обсудить этот АФК фарминг. Но для того, чтобы, ребят, понимать, о чем вообще идет речь, то АФК — это сокращение для Away from Keyboard, что значит вдали где-то от клавиатуры ты фармишь. Это такой фарм или добыча ресурсов, опыта или лута, пока игрок физически не у компьютера. И обычно это делается с помощью специальных макросов, когда записываются определенные действия на клавиатуру или мышку, используются специальные скрипты или боты, или даже используется геймпад с автокликерами. Ну, в общем, ребят, такая тактика не очень честная. Она позволяет, конечно, оставить персонажа в зоне спавна мобов и фармить там ресурсы, но это вызывает определенную нагрузку на сервер. Такие персонажи, они как бы занимают место честных, активных игроков. Ну и экономика, и баланс игры, он нарушается. В общем, ребят, лично я не поддерживаю никакой АФК фарминг, кроме каких-то простых способов, когда мы, например, отправляем фамильяров
фармить наши контракты теней или проклятые башни. Ну, совсем такой простой. И, ребят, разработчики это уже давно обсуждают и теперь решили заняться этим вплотную. Что они говорят? Что AFK фарминг не нарушает напрямую правила использования игры. Terms of Service, да? Но разработчики всегда пытались сдерживать этот процесс игры. Например, они использовали специальные механики, которые наносили урон персонажу, который находится без игрока, когда игрок им не управляет. И, ребят, наверное, это вот как раз было несколько месяцев назад. Я видел, что у порталов ужаса бегают такие монстры, которых невозможно убить, они тебя донатят, то есть тебе нельзя было долго стоять на одном месте, тебе надо было либо заходить в портал ужаса, либо уже убегать и бегать по открытому миру. И те, кто стоял у портала ужасов, там было очень много трупов, потому что они как бы стояли, бездействовали, и этот неубиваемый монстр их убивал. Но, короче, ранее этот эффект убрали, потому что он очень сильно нагружал сервера. Но теперь они собираются вернуть эти повреждающие, в кавычках, эффекты обратно в игру, чтобы снова мешать игрокам фармить в AFK режиме. Точной даты они пока не называют, но предупредят об этом в патч-ноуте. При этом разработчики сами признают, что у сообщества разные мнения по этому поводу. Лично я против AFK фарминга, но сами разработчики считают, что AFK фарминг нарушает баланс, мешает тем, кто играет активно и в общем вредит здоровью комьюнити, поэтому они продолжат бороться с этим поведением. Но интересно, что при этом разработчики рассматривают идеи, которые позволят все-таки игрокам иметь какой-то автофарм, но при этом с ограничениями и равным доступом для абсолютно всех игроков. И, ребят, что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что любой AFK фарминг — это нечестный способ игры в Diablo Immortal, но вы, пожалуйста, напишите в комментариях, будет интересно обсудить это. Конечно же, ребят, если это не касается совсем простых механик, таких как фамильяры, но если мы оставляем героя, а вечером приходим, и у нас 10 тысяч лома, и там пыли, и мы сразу же можем качать наши предметы экипировки, то это, конечно, нечестная тема. Ну и, ребят, в конце разработчики предупреждают, что любое использование ботов, макросов, автоматических действий строго запрещено и может привести, в конце концов, к бану вашего аккаунта. Поэтому, ребят, будьте очень осторожны с AFK фармингом, это реально может привести к блокировке вашего аккаунта, но в комментариях напишите, используете ли вы его и сколько вам удается нафармить ресурсов. И, ребят, у нас стартовал 42-й сезон боевого пропуска. Давайте посмотрим, что там интересного. И в бесплатной версии, ребят, мы в основном получаем эфисы. Ну и, по-моему, на 20 уровне у нас даже здесь есть глифик. Самое интересное, это, конечно, в платной версии, потому что тут очень много обычных камней. По 3 камня можно забирать за каждый уровень. И на 15 уровне у нас открывается классный скин «Доспехи позолоченной старины». Ребят, почему я изменил пол своего персонажа на девочку? Ну, посмотрите, как классно этот скинчик выглядит на ней. Скинчики, конечно, это исключительно дело вкуса. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но вот мальчик в этом скине мне как-то выглядит не очень. Да, он не заходит. Но вот девочка прям очень классная. И я заметил, что для девочек Demon Hunter'ов скины всегда выглядят гораздо круче, чем для мальчиков. В общем, я пока побегаю за лучницу-девочку. Также, ребят, после выхода обновления вы все заметили, что у нас сильно понерфился боевой рейтинг, и теперь для Пекла 8 нам нужно всего 48 690 единиц боевого рейтинга. И мы сейчас бегали рейды с ребятами из нашего клана уже 2 на 8 уровне и 3 на 7. Вот вы видите, ребят, что 2 этих боссов мы уже забрали. У нас второй босс требует всего 49 740, а у меня около 50 тысяч, там 50-100. И что интересно, ребят, несмотря на то, что мы убивали вот этих 2 боссов Пекла 8, с них выпадали древние артефакты, все равно Пекла 7. Я это обнаружил у себя в инвентаре, потому что у меня в инвентаре просто-напросто нету древних осколков Пекла 8. Видите, у меня только осколки древнего артефакта Пекла 7.
Поэтому, ребят, если вы хотите прифармить древние артефакты Пекла 8, то сначала перед рейдом перейдите на Пекло 8, убейте боссов Пекла 8, ну и затем уже, если у вас не хватает боевого рейтинга, остаток с Пекла 7. Но тут надо отметить, ребят, что с Пекла 8 вам будут выпадать экипировка и древние останки именно 1000-го уровня Пекла 8, и ей, к сожалению, нельзя будет сразу воспользоваться. Ну, нам осталось буквально всего 3 недели для перехода на новую сложность, поэтому для префарма это очень хороший способ. Ну и давайте, ребят, перейдем к самому интересному. Давайте посмотрим, сколько мне удалось собрать потока маны. Аж целых 10 штук. Да? Для того, чтобы прокачать камень до 10 уровня, нужно 41 дубль и 685 силы самоцветов. 41 дубль — это еще куда ни шло, но вот откуда взять 685 силы самоцветов — это, ребята, отдельный, конечно, вопрос. Но давайте сосредоточимся именно на сборе дублей. И для этого посмотрим, сколько у меня есть глифов. Вы видите, у меня 45 глифов и немножечко вечных сфер. А это значит, что мы можем хотя бы 5 раз забежать в древний портал. И еще, ребят, в древний портал сейчас нужно бегать по максимуму, если у вас есть небольшой запас по глифам, потому что заканчивается классное событие, которая называется «Алая волна». Здесь мы получаем вот такие вот символы боли, когда мы ходим в древний портал с легендарными глифами. И потом, ребят, если мы их не используем для прокачки вот этого камня, замерзшая кровь и также сочащаяся желчь, можно там звездность повышать этих камней, то мы за каждый символ боли получаем 5000 платины. Об этом, ребят, можно почитать вот здесь вот под значком «И». В самом низу здесь написано, что после окончания события каждый неизрасходованный символ боли конвертируется в 5000 платины. Поэтому мы посмотрим, сколько мы сейчас сможем получить дублей потока лавы и также сколько мы сможем получить еще символов боли. Устраивайтесь поудобнее и поехали в портал. Итак, ребятки, мы подошли к древнему порталу. Давайте посмотрим, какая у меня ветка совершенствования стоит. У меня стоит предвестник. Это именно то, что нужно, потому что он увеличивает нам скорость передвижения, когда мы убиваем монстров. А также мы что сделаем? Мы изменим наше умение и поставим взгляд теней. Взгляд теней нам, ребят, тоже добавляет 20% скорости передвижения. Ну а возмездие нам особо не нужно, потому что мы будем бегать одни, и монстры там будут достаточно слабые. Ну что, ребят, давайте первая попыточка. Заходим в портал и испытываем удачу. Я, ребят, буду сразу же перекручивать к концу, чтобы вы не мучились, не смотрели одни и те же убийства. Наверняка бегаете все эти порталы по 1000 раз и уже знаете, что здесь и как. Но нас интересует именно вот как раз босс и какой будет у нас свет. Видите, даже легендарочка там упала. Ну и, конечно же, ничего, потому что за прошлые 10 привязанных легендарок я получил... По-моему, там была сочащая желчь, да. Ну, давайте все собираем. Мы очень надеемся, что у нас будет здесь поток... Ой, боже ты мой, вам когда-нибудь выпадал такой просто булщит, знаете? И вот это как раз тот случай. Это как раз те глифы, которые нам подарили, да, награды за героев очага. Ну, вот в этом весь Blizzard. Ладно, у нас еще... 4 попытки, давайте продолжим. Итак, ребят, у нас вторая попыточка. Давайте входим, испытывать удачу. И это, ребят, у нас классный портал, потому что нам здесь нужно будет убивать боссов. Видите, он сразу же показан, где он находится, поэтому мы, конечно же, бежим туда, и здесь у нас графиня. Появляется следующий босс. Вот такие порталы мои любимые, ребят. Видите, мы без возмездия здесь очень легко справляемся. Давай, последний. И ты готов. Ну что, у нас белый свет. И да, у нас белый свет, по крайней мере. Давайте посмотрим, какой там будет камень. Отражающая эхом тень. Да что за хрень мне постоянно выпадает, а? Отражающую эхом тень я, по-моему, разобрал в одном из своих роликов для прокачки... осколка звездного огня. Ну, короче, ребят, здесь тоже полный булщит, сплошной корм.
9 вообще никчемных камней и 32 силы самоцвета. Я так читаю этот дроп. Так, ребят, давайте у нас теперь третья попытка. Входим. Видите, ребят, когда я использую взгляд теней, у меня видимость на миникарте повышается, и я вижу, где все большие боссы, чтобы туда бежать, а также вижу, где у нас тупики. Кстати, вы заметили, что в Вестмарше карта стала очень такой, ну вот как будто ты нажимаешь на охотники на демонов взгляд теней. Я раньше этого не замечал, по-моему, это после обновления стало, что ты теперь видишь гораздо больше на миникарте. Ну и, ребят, последний наши синенький, появляется боссик, и что, будем надеяться. Мне столько раз выпадает это эхо тени. Смотрите, а у нас опять белый цвет. Что у нас сейчас будет? Две легендарочки какие-то? А, нет, это камни у нас так отображаются, да? Сочащаяся желчь. Боже ты мой, да зачем мне столько сочащейся желчи? Хотя, вы знаете, это уже второй дубль. Если у меня будет третий камень сочащейся желчи и, по-моему, 225 силы самоцветов, мы сможем сделать из нее 4 уровня и заменить... Что у меня там есть? Гадюка, если я ее не заменил. Давайте быстренько посмотрим. Да, у меня, смотрите, есть укус гадюки, он дает мне 226 резонанса. Технически мы можем заменить ее на сочащуюся желчь. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Дроп, честно вам, так себе. Пока что у меня нету самого главного, почему я иду. А, нет, самое главное есть. Смотрите, здесь у нас сразу 2 потока маны. В общем, третий забег у нас, можно сказать, удачный. Давайте, ребят, 4-я попыточка у нас. У нас 15 глифов осталось, потом мы еще 10 или сколько, 5 нужно, докупим. Так, сразу включаем взгляд теней, потому что это очень неудачный портал, который я больше всего не люблю. Здесь очень много тупиков. Вот у нас, ребят, появился боссик. Опять это графиня, но ты у нас ваншотишься. И что у нас будет? 3-й раз белый свет. И да, у нас, ребят, белый свет. 3 раза подряд у нас выпадает 5-звездный камень. И там выпадает колоссальная машина. И я вам скажу, что это неплохой лутик. 2 двухзвездных и 1 5-звездный. Пусть и 2 из 5. Боже, как я хочу, чтобы мне выпал 5 из 5. У меня было всего это 1 раз. Выпал какой-то булщит, и я его разобрал на корм. Ребят, выпадали ли вам 5 из 5 камней? И если выпадали, напишите в комментариях, какие. Это просто, блин, моя мечта, чтобы мне выпал 5 из 5. Ну что, ребят, у нас последний забег. Мы истратили практически все глифы. Да, и сейчас нам потребуется докупить. Блин, а как это сделать? Это, наверное, нужно сделать вот так вот, да? Нужно получить... Еще ставим 5 и добавляем их. Ну, то есть вы видите, я сейчас побегу с 5 привязанными и 5 непривязанными. А напомню, ребят, что последний раз, когда я бегал с непривязанными глифами, а это было, по-моему, зеркальные самоцветы события, мне ничего не выпало. Поэтому я надеюсь, что сейчас с непривязанными глифами у меня тоже будет 5-звездный камень. Ну что, ребят, поехали. И опять, ребят, этот ужасный портал с огромным количеством тупиков, который прохожу за 2 или 3 даже минуты. И, ребят, мы подходим. Вот наш боссик. Где ты заспавнился-то, я не могу понять. А вот. Ну что, дашь нам непривязанный 5-звездный 5 из 5, а? И у нас ничего, ребят, у нас все непривязанные глифы, за которые я только что слил 800 сфер, впустую. А вы видите, здесь у нас появился поток маны. Интересно, он привязанный или нет? Давайте посмотрим в нашем инвентаре. И, ребят, да, у нас непривязанный поток маны. Интересно, ребят, а сколько он стоит, кстати? Мы можем посмотреть на рынке сразу же. Находим наш поток маны. Где ты? Вот ты где. И стоит он, ребят, 3200 платины. Ну, на самом деле, не такая уж и большая цена. Получается, что 1 сила самоцвета в нем
800 платины, да. Нужно, ребят, немножечко подождать, когда их соберут много, и, скорее всего, он упадет в цене и будет стоить 1200, ну, может, даже 1600. Ну что, ребят, за 50 легендарных глифов мы с вами получили 3 пятизвездных камня звездностью 2 из 5 и 3 потока маны, один из которых не привязанный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, собираете ли вы этот камень, поток маны или манафлюкс, используете ли его уже в билдах PvP или, может быть, PvE. В основном ребята говорят, что используют его в PvP билдах, ну и как он работает. Ну а если вам понравилось это видео, ребят, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующем ролике.